Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас отличная подборка полезных советов и хитростей для домашнего мастера. Так что погнали! В первой самоделке нам нужна обычная канистра. И сейчас покажу, что из нее получится. Получается у нас коробочка с отверстием, с помощью которого очень удобно искать нужную гаечку или болтик. Полюбас у каждого есть волшебная банка, в которой куча разных болтов и гаек. А с такой приспособой быстро ищем и сразу высыпаем ненужную мелочевку обратно. Годная вещь, попробуйте. И, кстати, не обязательно может быть канистра, но суть, надеюсь, вы поняли. Я часто пользуюсь сварочником, и когда накапливаются электроды, остатки, они тупо разлетаются по всей канистре. Либо из-за спешки пытаешься взять и получается срань. Короче, сейчас покажу, как мы сделаем для них полезное и простое устройство. Итак, у нас получается очень простой тубус с крышкой, с которым удобно работать. Можно также повесить даже на ремень. Электроды всегда сухие и нет никаких проблем. Тоже простая и годная вещь. Берите на заметку. Меня часто спрашивают, что у меня за сварка. Это обычная Risanta 190К. Найти такой сварочник очень легко через e-каталог. Вбиваем в поиск сварочный аппарат, выбираем подходящий бренд, далее тип аппарата, также максимальный ток сварки, который нужен нам, и нажимаем поиск.
После этого сразу можно почитать отзывы и посмотреть, что пишут люди. Ну и если хотим купить, то фильтруем цены и выбираем подходящий магазин, который ближе к нам и нам знаком. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Ну а мы едем дальше. Так, у нас сломан нож, канцелярский нож сломался, а лезвие еще есть, поэтому можно по-быстрому сфарганить из подручных материалов очень простой держак. Сейчас покажу. Получилась вот такая простая приспособа. Лезвия зажимаются очень хорошо, фиксируются болтами с барашками. Сразу можно нарезать все, что вам необходимо. Да и не только лезвие от ножа сюда можно закрепить. И пилку по металлу или по дереву. И также можно временно выполнить поставленную задачу. Едем дальше. Завалялся у меня сломанный пистолет для герметика. По факту мы им пользуемся очень редко. Ну, бывает, когда надо, то под рукой и пистолета нет, либо он вообще сломанный. И свой же я хотел давно выбросить и купить новый, но вдруг нашел решение.
Вот такой пистолетик у нас получился для герметика. Выполнить задачу проще некуда. И если нам нужно тем более на один раз, то мотаться по городу, искать по магазинам, тратить время, бензин, деньги, я не вижу в этом смысла. Ставьте лайк, если понравился вам такой выпуск. Все кратко, быстро и по делу. Напишите свои мысли в комментариях. Что применяли вы на практике из этих самоделок, а что нет? Какая приспособа самая полезная и почему? А какая полная дичь и тоже почему? Мне интересны ваши мысли. Также подписывайтесь на канал, потому что впереди у нас еще много чего интересного. Всем спасибо за просмотр, всем желаю хорошего настроения. Будьте добрее, счастья, удачи. Всем пока-пока.